Так, значит, друзья, подружки, подъехала новая серия проекта «Из колхоза в топчик». Меня зовут Боков Данил, если вдруг кто не знает. И эта серия обещает быть очень-очень интересной. Итак, давайте вот быстренько пробежимся по планам на эту серию. Первое. Нам, значит, надо на эти самые диски, которые лежат у моих ног, натянуть резину. Кстати, кто не смотрел предыдущую серию, у нас на жопе 12,5, на морде 11 дюймов. Себе как круто. В общем, на все это дело будем натягивать 245-40 жопа, 215-40 морда. Резина триангл. Как говорится, дешево и сердито. Я вот приверженец того, что лучше поставить новую китайскую резину, чем вот бушку европейку, или того хуже переплачивать десятку за баллон. Но это вот удел мажоров, пускай будет. К тому же, вот предыдущий свой сетапчик, колхозный сетапчик, я отъездил с натягом 215-35 на десятку и остался вполне доволен. 2 сезончика отъездил. Дальше по плану у нас собрать наконец заднюю подвеску, там все вытекающее, подготовить гальфак, накидывание этих самых колес, и чтобы все это дело опустить вниз. И даже, может, отрежем задние и передние крылья. У нас же колеса собирались под расширение, да? В общем, вот хорошо рассказывать, давайте приступим к работе. И вот по ходу дела я уже буду делиться с вами своими комментариями. Вот поехали, а? Но прежде чем одевать резину, конечно же, надо положить сюда герметик, трехсторонние диски, нужен герметик, ну разумеется, да. И надо обмотать, наверное, малярным скотчем полки, чтобы их нахрен все не загадить. Короче, друзья, размерчиком я явно наебался. Вот у нас такой недотяг, получается, резина даже не перескочила в хамп. Но как бы не то, что я хотел, и не то, на что я рассчитывал. Но слишком радикальный натяг, ну и нахрен. Смотрим, в принципе, все то же самое, раздуваем. Потянули, теперь можно раздувать. Ну и пока ждем резину, да, с размерчиком так явно намахался. Ну, оказалось, маломерка 201 триангл. Не знал, заказал чуть пошире. Вот благо, заказывал не через интернет, а вот в Липецке нашлись ребята, которые занимаются резиной. И без вопросов взяли эту резину обратно и вот заказали более широкую мне. Круто и респект им. В общем, пока ждем резину. Я думаю, надо собрать заднюю подвеску и прикинуть, наконец, заднее колесо, потому что я вот до сих пор не знаю, насколько она будет выходить наружу и будет ли вообще выходить, но, в принципе, должно. Ну, сейчас увидим, я думаю, да? Чисто такой момент вот уточнить, не смотрите пока сюда, что это все вот так выглядит невзрачно, все это потом, разумеется, будет разбираться, значит, это ребилдится и красится. Это вот пока накидывается все сюда, чтобы проверить, все ли четко у нас подходит, работает ли ручник или нет. И вот все у нас просто very good на самом деле, что не может, значит, не радовать. Вот, и, кстати, еще такой момент, у нас ручник будет выполнен только с одной стороны, потому что, первый момент, мне не особо вот нравится, как внутри колеса смотрится два суппорта, вот слишком вот нагружается вся вот эта система, как визуально. И к тому же, ну, слишком много гемора с родным суппортом, вот, потому что он, значит, выполнен изначально под 8 мм, диск вот тормозной вот такой тонкий, а это 30 мм. То есть из скобы пришлось значительно дорабатывать болгарочкой и сам суппорт, и даже колодки пришлось подстачивать. Вот, и к тому же, как один комментатор правильно написал по предыдущему видео, а нахрена тебе, собственно, ручник, опустил на пневме вниз, и вот тебе и стояночный тормоз.
Все, в принципе, логично. Поэтому, с другой стороны, у нас будет только каеновский суппорт без ручника. Вот так вот. Ну, а кому вот нужны чертежи переходных проставок, значит, где заказывал, сколько обошлось и вообще поподробнее насчет тормозной системы, все это будет написано на Drive 2, вот на мой борт-журнал, вот ссылочка в описании. А мы дальше, значит, занимаемся гольфом. Так, колесико приняло свое место, и знаете, что я хочу сказать? Бля, это просто пиздец. Нереально ширина. Гольфец будет. Вот мне уже надоело это говорить, но все-таки хочу сказать то, что он будет нереально широкий. У меня такие опасения, что на этих колесах даже гольфец не выйдет из гаража. Хотя, может быть, я дюже утрирую. Но это очень широко. Надо, кстати, сходить за рулеткой и померить, насколько придется разваривать крылья. Так, рулетка у нас в руках. Сейчас замерим. Так, ну в районе 8-7 сантиметров. В принципе, неплохо, неплохо. Я на самом деле почему-то думал, что будет в районе десятки. Это так, я даже без замеров, без всего. Вот у меня в голове было то, что примерно 10 сантиметров. Смотрите, в принципе... Почти угадал, ну и может у нас, по-моему, в районе 6, насколько мне помнится. Да. Вид просто бомбезный. У меня прям настроение прям. Я вот смотрю на это и кайфую. Это очень круто. Очень круто. Ну что, друзья, вот и наступил тот самый долгожданный момент, когда мы будем безжалостно резать кузов. Итак, что мы, значит, имеем по промежуточным этапам? У нас крыло выпилено, колесо у нас, значит, находится максимально в верхнем положении. Вот, правда, пришлось еще подкрылок выпиливать, дабы колесо было попросторней. Вот, видите, да, ему? Чтобы дышалось ему там проще. Но, в принципе, все. Выше некуда, уже там балка упирается в кузов. Да и, собственно, незачем, потому что, ну вот, видите, машина дает порог. Зачем выше задирать колесо, правильно, да? Вот, правда, такая небольшая ложечка в бочку меда. Жирноват 40-й профиль, все-таки был бы 35-й, было бы прям вот вообще идеально. Вот, морда круто, морда 225-40, прям мне нравится. Натяг, все вот, не смотрится так жирно, но жопа жирноват, конечно. Не исключаю, конечно, того факта, что потом я перейду на 35-й профиль, но пока буду строить на этом, а дальше, ну, как говорится, поживем, увидим. Ну, а сейчас надо пилить морду. В общем, собираем морду, накидываем бампер, капот. Ну, это для того, чтобы выставить грамотные крылья относительно кузова. Ну, и будем также болгарочкой все лишнее отпиливать, значит. В общем, поехали дальше трудиться. День сегодня, я вам скажу, крайне тяжелый, но сделано прям, ну,